Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. В прошлом видео я показала вам, как можно сделать очень красивую вместительную корзину из обычной картонной коробки и бельевой веревки. Это видео набрало достаточно много просмотров, из чего я сделала вывод, что такие мастер-классы вам нравятся. И именно поэтому сегодня я покажу вам, как сделать еще одну очень красивую корзину, на этот раз из тазиков и бумаги для выпечки. Чуть не забыла, в комментариях меня просили показывать конечный результат перед самим мастер-классом. Вот он! Ну а теперь давайте приступим к работе. В фикс-прайсе я купила два одинаковых круглых пластиковых тазика за 55 рублей каждый. Можно использовать любые другие тазики или даже большие пластиковые миски или салатники. Главное, чтобы они были одинаковые. У одного тазика необходимо вырезать донышко. Проще сначала вырезать круг как получится, а потом взять крышку или тарелку, обрисовать ее контур простым карандашом и уже по намеченной линии вырезать ровный и аккуратный круг. Дальше необходимо убрать бортики тазика. А вот если вы будете использовать миски или салатники, то скорее всего у них бортиков не будет, и вам будет чуть проще работать. То есть этот этап работы вы сможете смело пропустить. Ну а если у вас такие же тазики, как и у меня, то аккуратно делаем надрезы слева и справа от ребер жесткости и срезаем бортики по частям. Потом срезаем и ребра жесткости, то есть торчащие треугольнички, которые фиксировали бортик. У второго тазика также необходимо срезать бортик. У моих тазиков были выпуклости, что-то типа носиков, поэтому я решила убрать высоту до того места, где эти самые выпуклости заканчивались. Соответственно, если у вас тазики ровные, то этот шаг тоже можете пропустить. Теперь соединяем тазики друг с другом и фиксируем их малярным скотчем. Скотч клеим только с внешней стороны. А изнутри стык как следует промазываем термоклеем. Дальше берем газету или упаковочную бумагу и разрываем ее на небольшие кусочки. Также нам понадобится клей ПВА. Немного разбавляем его водой, хорошо перемешиваем и начинаем изнутри оклеивать подготовленными кусочками бумаги нашу будущую корзину. Может показаться, что это очень долгий и муторный процесс, но на самом деле работа эта достаточно быстрая. После того, как вся внутренняя часть корзины будет оклеена, я рекомендую оставить ее на просушку, прежде чем переходить к внешнему оформлению. Так вам будет просто удобнее работать. Внутренняя часть высохла и можно снять малярный скотч.
Внешний стык также хорошо промазываем термоклеем и переходим к оклейке бумагой лицевой стороны. Наверное, можно просто проклеить бумагой только стык. Но так как поверхность тазиков очень гладкая, я побоялась, что бумага может отойти от основы. Поэтому для большей надежности я решила оклеить бумагой всю корзину. Так, даже если где-то бумажный слой отойдет от основы, ничего страшного не случится, и вся конструкция сохранит свою целостность. После того, как вся корзина будет оклеена бумагой, оставляем ее на просушку на 6-8 часов. Основа получилась очень прочная, а поверхность гладкая и приятная на ощупь. Теперь нам понадобится бумага для выпечки. Выбирайте самую дешевую. Свою я купила в магазине «Светофор». Вот такой рулончик длиной 30 метров стоит 35 рублей. На всю корзину мне понадобилось 2 таких рулона. Так как рулон бумаги нам нужно будет разрезать на 3 одинаковые части, удобнее сворачивать бумагу в рулончики потоньше и уже их разрезать. Каждый мини-рулончик разворачиваем и сминаем в жгутик. Собираем 3 жгутика вместе, фиксируем их с одного края прищепкой и плетем из жгутиков косичку. Старайтесь плести косичку достаточно плотно. Так, конечно, расход бумаги будет выше, но зато ваше изделие получится аккуратнее и прочнее. Лучше сразу наплести косичек побольше, чтобы потом не возвращаться к этому этапу работы. Пожалуй, это самая сложная часть во всем мастер-классе. И сложная она именно физически. Руки после такой работы очень сильно устают. Так что если у вас есть помощники, то смело зовите их на подмогу. После того, как достаточно большое количество косичек будет сплетено, можно переходить к оформлению ими корзинки. Обратите внимание, что все косички нужно располагать в одном и том же направлении плетения, чтобы узор получился одинаковым, а конечный результат выглядел аккуратно. Берем корзину и с помощью термопистолета оклеиваем ее косичками, виток за витком, сверху вниз. Начинать и заканчивать косичку я рекомендую с заостренным кончиком. Так вы сможете почти незаметно совмещать косички между собой. Чем длиннее будут ваши косички, тем меньше стыков будет на корзине. Но чем длиннее косички, тем сложнее их плести. Для меня оптимальная длина косички 1,5 метра. Каждый виток косички старайтесь прижимать к предыдущему витку как можно крепче, иначе у вас останутся некрасивые щели. И так, постепенно, виток за витком опускаемся все ниже и ниже, постепенно переходя к донышку.
Донышко оклеиваем круг за кругом от внешнего края к центру. Корзина готова, но лично моя корзина будет с крышкой. А вы, например, если будете делать кашпо для цветов, уже можете остановиться на этом этапе. Я вырезала из картона круг диаметром равным диаметру горлышка корзины. Большего диаметра делать его не нужно. На самом деле я вырезала 3 одинаковых картонных круга и склеила их друг с другом, чтобы крышка получилась прочнее. И оклеила этот картонный круг косичкой, начиная от внешнего края, двигаясь к центру. Самый первый виток нужно сделать немного выходящим за край. Благодаря этому крышка не будет проваливаться внутрь корзины. Еще осенью я делала из картонного круга и косичек из бумаги для выпечки подставки под чашки. Одну из таких подставок я решила использовать для крышки, приклеив ее на нижнюю часть. Так крышка будет плотно входить в корзину и никуда не слетит. У меня остался некрасивый переход от верхней части крышки к внутренней. Можно было бы изначально оклеить нижнюю часть верхнего картонного круга газетой или упаковочной бумагой. Но я, честно говоря, поленилась. Хотя зря. Лучше было сделать именно так. В итоге я решила задекорировать это место бумажным жгутиком. Только делать это нужно именно жгутиком, а не косичкой. Иначе в этом месте появится лишний объем и крышка не закроется. Ручку для крышки я сделала из детали от деревянного карниза для штор и пуговицы. Но можно сделать ее и из мебельной ручки, и даже из все той же косички, которой оплеталась вся корзина. Обязательно, прежде чем приклеить ручку, найдите центр крышки, иначе есть риск, что ручку вы приклеите не по центру. По желанию, внутреннюю часть корзины можно покрасить, но у меня цвет косичек и упаковочной бумаги почти совпали. Поэтому я оставляю все так, как есть. Осталось покрыть нашу корзинку лаком. Я взяла матовый акриловый лак от ВГТ и сразу скажу, что мне он не очень понравился. То ли из-за того, что я использовала жесткую кисть, то ли из-за того, что слой лака получился не очень тонким, лак в углублениях запузырился, и эти маленькие пузырики остались видными. Не могу сказать, что это сильно заметно, но все-таки это не тот результат, который мне хотелось бы видеть. Так что именно этот лак я вам советовать не могу. А вот использовать именно матовый лак я вам советую. С ним корзина смотрится очень органично и натурально. В такой корзине можно хранить пряжу. Можно поставить ее у кровати и положить в нее небольшой плед. Можно даже использовать ее для хранения лука. Но, наверное, тогда стоит сделать в ней отверстие для вентиляции.
В общем, у нас получилась еще одна очень нужная и красивая деталь интерьера. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей наградой для меня будут ваши лайки и комментарии. Ну и, конечно же, ваша подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем тепла, добра и мирного неба над головой. До скорой встречи. Пока-пока.